Привет! Это программа «Донбасс. Будущее». С вами Андрей Дегтяренко. В каждом выпуске мы говорим о самых сложных и важных вопросах, связанных с мирным процессом и реинтеграцией отдельных районов на востоке Украины. Наша сегодняшняя тема – как из Донецка и Луганска выехать на подконтрольную территорию, проблемы и сложности на КПВВ и украино-российской границе. Как добраться из Луганска на подконтрольную Украине территорию? Разбираем все варианты. Приехали мы на таможню, на Довжанку. 40-е в очереди. Вакцинация на КПВВ. Как людям с неподконтрольных территорий привиться от коронавируса? Быстро буквально. Мы заполнили заявку и буквально уже через 2 минуты нам сделали укол. Это была первая прививка. Дончан на российской границе продолжают штрафовать. Почему не работает новый закон об их отмене? Штрафов стало меньше, но не остались. В законе прописана возможность, в принципе, данным законом даже штрафы легализированы. Уже 1,5 года транспортные коридоры, ведущие с неподконтрольной территории Донбасса на контролируемую, частично заблокированы. Когда началась пандемия COVID-19, Украина ограничила пересечение пунктов пропуска. Затем их закрыли группировки ЛДНР. В ноябре 2020-го Киев открыл со своей стороны все блокпосты, но группировка ДНР не сделала этого до сих пор. Например, КПВВ «Еленовка» донецкие самопровозглашенные власти открывают лишь дважды в неделю, по пятницам и понедельникам, и пропускают людей только по специальным спискам. Из 7 КПВВ на Донбассе один единственный, Станично-Луганский, Луганской области, работает регулярно, хотя и там правила пересечения часто меняются с обеих сторон. Как можно выехать из неподконтрольного Луганска сегодня? Почему, несмотря на открытый пункт пропуска, многие люди все равно предпочитают ехать через Россию? И во сколько обойдутся поездки? Наш эксклюзив из Луганска. В отличие от дончан, у людей, проживающих на неподконтрольной территории Луганской области, возможностей выехать на контролируемую территорию несколько. КПВВ в станице Луганской работает регулярно. Пересечь его туда и обратно, правда, можно лишь 1 раз в месяц. Отправляемся из Луганска в станицу. Автобус с автовокзала по коммерческим соображениям убрали, так как автовокзал принадлежит частному лицу. Отправка автобуса в направлении станицы теперь с окраины Луганска. Касса там же, в небольшом ларьке. Первый рейс обычно выезжает в 7:30 утра и в течение дня курсирует с интервалом около 30 минут. Билет стоит 12 рублей, это примерно 5 гривен. Автобус довозит до блокпоста самопровозглашенной ЛНР. Дальше осмотр, проверка документов и через мост на подконтрольную территорию. Кто побогаче, может взять такси. Можно своим транспортом, но парковка находится в районе памятника князю Игорю. Дальше все равно придется идти пешком. Выехать из Луганска в Большую Украину можно также через Россию. Те, кто едет на собственном авто, нередко выбирают именно этот путь. Но существует и много перевозчиков, которые возят на подконтрольную Украине территорию бусами через РФ или ДНР. Все они становятся на учет в МГБ, иначе можно схлопотать госизмену или еще какую-нибудь особо тяжкую статью. Созданы рекламные ресурсы в интернете, объявления на столбах. На неконтролируемом участке границы в Луганской области работает 3 автомобильных пункта пропуска и несколько пеших – Изварина, Червонопартизанск, Новошахтинск. Правда, не все пути выезда в Россию удобны из-за качества дорог в так называемой республике. Конечно, там дороги в России нашим не ровня, вообще не ровня. Особенно, когда мы со стороны Новошахтинска, Должанской заехали и поехали не в сторону Свердловки, а в сторону Антрацита, Равенек. Это полная гадость, а не дорога. Как говорят местные жители, самая лучшая дорога и КПП – это Изварина. Но без очередей не обходится ни на Изварина, ни на других пунктах. В среднем на таможне можно провести 6-10 часов. Есть льготная очередь с детьми и людьми с инвалидностью. Приехали мы на таможню, на Довжанку. 40-е в очереди. Правда, с отменой комендантского часа таможни разгрузились днем. На сайте так называемого МГБ ЛНР есть информация о количестве машин на каждом из пунктов. Ориентироваться можно, но информация не всегда актуальна.
Очередь можно купить у местных, которые с ночи занимают на своем авто, потом выезжают. Такая услуга стоит 1000–1500 рублей. Есть группа ВКонтакте со всей информацией. Досмотр автомобилей и багажа полный, почти весь возимый новый товар заставляют декларировать. Доходит до смешного, если возишь каких-либо продуктов или товаров 5 на 5, приходится заполнять гору бумаг. При этом местные говорят, со стороны российской таможни проверки не такие интенсивные. Больше всего кошмарят боевики ЛНР. Тех, у кого есть паспорта так называемой ЛНР и России, просят предъявить оба. Интересно, как живут люди по ту сторону линии разграничения? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под видео. Если у вас есть родственники, живущие в Донецке и Луганске, пишите в комментариях, какие опасения и страхи есть у них. Дальше будет больше. Со стороны Украины в станице Луганской правила въезда из-за ситуации с коронавирусом меняли уже несколько раз за лето. И если вы собираетесь в поездку, лучше всегда проверять актуальные данные. В течение 1,5 месяцев проходить КПВВ можно было без приложения «Диев дома» и без самоизоляции. Но с 5 августа эти нормы опять вернули. Для тех, кто часто пересекает пункт пропуска, лучшим вариантом является пройти вакцинацию одобренными в Украине вакцинами. Как это сделать прямо на КПВВ и в станично-луганской больнице, расскажем в нашем следующем сюжете. КПВВ в станице Луганской. Желающих пересечь линию соприкосновения тут много. Люди спешат решить свои дела на подконтрольной Украине территории до наступления холодов. Ну, нормально. Ну что, людей слишком много. Вот. Ну, пускай сколько. То инвалидов пускать, то с детьми пускать. Вот оно и задержка. То в Северодонецк ездил за карточкой пенсионной. Туда и назад смотался, чтобы здесь переночевать. Тут вроде роднее, чем в Северодонецке. В станицу Луганскую люди едут не только за продуктами, лекарствами и пенсиями, но еще и на вакцинацию. Летом в медицинском пункте в нескольких десятках метров от КПВВ появилась возможность вакцинироваться от COVID-19. Для получения дозы препарата необходимо лишь желание и украинский паспорт. Я специально из Луганска приехала сюда, чтобы воспользоваться этой возможностью. Единственный минус, сразу говорю, ни горячая линия МОЗ, ни колл-центр областной администрации не в курсе. То есть это упущение огромное. Люди не знают, что есть такая возможность. И я поехала наобум, потому что вот прочитала такую возможность 28 липня, то есть такая возможность. Вот я приехала. Для того, чтобы получить сертификат о вакцинации после введения второй дозы препарата, необходимо заключить декларацию с семейным врачом на территории Украины. Об этом предупреждают сразу же в медицинском пункте. Ирина на своем опыте показывает нам, что все можно успеть сделать в станице Луганской за несколько часов. Женщина идет в местную амбулаторию. Обратиться в регистратуру, предоставить паспорт, идентификационный код. И, собственно говоря, все 5 минут. Процедура занимает времени. Заключила декларацию с лікарем на медичное обслуговывание. Но мне лично поможет она для того, чтобы я, когда приеду на ревакцинацию, получить документ о том, что у меня сделана вакцинация, официальный документ. Теперь женщина надеется, что после ревакцинации сразу получит сертификат международного образца. На территорию Украины она сможет попасть в следующий раз не раньше, чем через месяц, а вторая доза как раз делается не ранее, чем через 28 дней. Властями так называемой ЛНР введен порядок пересечения только 1 раз в месяц, то есть не завтра, не через 72 часа я не смогу попасть сюда для того, чтобы получить справку о вакцинации. Закупляет Украина, присылает им вакцину, все это выделяется для людей абсолютно бесплатно. После второй дозы они получают сертификат. Люди, те, которые заключили на территории Украины, можно в любой больнице заключить декларацию на обслуживание с доктором, чтобы иметь сертификат. Быстро буквально. Мы заполнили заявку, и буквально уже через 2 минуты нам сделали укол. Это была первая прививка. Ну и потом уже через месяц уже нас записали на вторую дозу. А чем сделали? Коронавак. Вот. Тем, что хотелось, чем нет? Мы хотели Модерна, но ее не было, но в принципе это не столь важно. Они все осертифицированы, поэтому нам в принципе не имеет никакого значения. А почему решили вакцинироваться?
Ну, потому что, во-первых, и чтобы обезопасить себя, близких, и тем более мы живем в Луганске, как бы на оккупированной территории, и вот этот переход, и чтобы потом было легче брать и переходить вдруг что, потому что уже будет уже сертификат. Для тех, кто хочет вакцинироваться препаратом Модерна, такая возможность есть в станично-луганской амбулатории, которая работает ежедневно с 9 утра до 3 часов дня. Но нужно учитывать, что одна ампула рассчитана на 15 доз, поэтому если не будет столько желающих в порядке очереди на вакцинацию, то человека попросят прийти на следующий день. Мы решили спросить у людей на неподконтрольной территории, что нужно улучшить на КПВВ для комфортного пересечения. И предлагаю вам послушать рассказ луганчанки. Оказывается, много кто пытается заработать на жителях неподконтрольной территории, навязывая им зачастую ненужные платные услуги. Так, ну, все начинается тогда, когда вы пересекаете мост, вы прошли через мост в сторону подконтрольной территории, и сразу же подходят к вам люди и предлагают установить ДИЮ. Вот. Это мужчины и женщины, которые вежливо предлагают, да, давайте мы вам установим. Их целевая аудитория – пожилые люди, которые не могут или не умеют, не знают как, но слышали о том, что им нужно установить ДИЮ. Вот. Они говорят, что да, вот у меня там экран светится оранжевым, нет, а нужно, чтобы светился зеленым. То есть они какие-то подробности им говорят, что нужно, это вот, нужно по-другому как-то ее настроить. Пожилой человек не понимает, что происходит, он говорит, но понимает, что ему это нужно, и поэтому они говорят, да, пожалуйста, устанавливайте мне. Эта услуга стоит 100 рублей, 100 гривен. Вот. И после этого вы идете дальше, то есть они вам устанавливают вот это все. Вот. И дальше проходишь с этим всем пункт пропуска, но самое интересное начинается после того, как пункт пропуска вы прошли. Вот сейчас он огорожен забором, и как только вы ступаете за этот забор, на вас набрасываются вот эти предлагатели услуг. Они одеты в такие переднички с эмблемой лабораторий, которые работают, и предлагают пройти ПЦР-тест, пройти экспресс-тест. Они буквально хватают вас за руки и говорят, вот, вы же не хотите, чтобы вы уходили на самоизоляцию на 2 недели? Или вы же не хотите устанавливать ДИЮ? А сколько стоит? 650. А где бесплатные тесты? Вот, если не спешите, то тогда 2. Не, ваше чувство вас подвело, не надо. Нет, не надо. Я говорю, бесплатный будет? Бесплатный будет. А кто последний? Я. Угу. Вот я за мужчину. Много людей тут? Ну и быстро. Ну, за что не открывали, по-моему, вообще. Не работал? Ну, я так понял, услышал. Вроде как да. Послушал? С 12 до 12:30 обеденный перерыв. Да. Все, понял, я прошу прощения. То есть они открыто манипулируют людьми. Люди слышали, что им нужно проходить тест, они говорят, да, конечно, я не хочу садиться на самоизоляцию. И они тогда говорят, да, пойдемте с нами. И эта услуга стоит 650 гривен. Вот. И никто не предупреждает людей о том, что эта услуга на самом деле бесплатная. А вот что по этому поводу говорят общественники. Цей процес навіть на відео, як це відбувається. Але складно притягти до відповідальності цих людей, бо вони роблять це в зоні розведення, куди не може заходити поліція. І навіть ніхто з силових структур не має можливості туди заходити зі зброєю. І взагалі, там тільки СЦКК знаходиться. На жаль, держава погано веде комунікаційний супровід, і мало хто знає про безкоштовний тест на
КПВВ в станиці. Жодної там реклами не висить, жодного оголошення. Це можна дізнатися тільки, якщо ти спитаєш у когось. І то людина теж має це знати. Там, звісно, стоїть багато приватних цих контор, які роблять за гроші, але є і безкоштовний, є альтернатива. І він швидкісний. За 10 хвилин можна дізнатися і отримати результат, а не чекати там 12 годин від приватних цих лабораторій. Тому хотів би ще ось нагадати людям, які перетинають і КПВ Новотроїцьке, і КПВ Станиця, що навіть на території поруч КПВ є медичні пункти, де можна зробити тест безкоштовно і отримати результат за 10-15 днів. Если линию соприкосновения в станице Луганской, даже с учетом всех сложностей и правил, сейчас за день пересекают около 2500 человек, то Новотроицкая в дни работы в обе стороны проходят от 500 до 700 человек. Все из-за жестких правил, установленных группировкой ДНР. Что это за правила и как тем, кого не пропускают через КПВВ, вырваться из Донецка на подконтрольную территорию, смотрите в следующем материале. Жители отдельных районов Донецкой области отрезаны от большой Украины с момента начала пандемии COVID-19, то есть с марта 2020 года. Из 3 транспортных коридоров со стороны боевиков работает только один – Еленовка-Новотроицкая. Пересекать линию соприкосновения на въезд и выезд там можно лишь 2 дня в неделю по понедельникам и пятницам с 9 утра до 16:30. Для выезда из подконтрольных ДНР районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение так называемого межведомственного штаба ДНР. При въезде в Ордо нужно заполнить бланк согласия на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо при желании можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью около 1900 рублей, это 730 гривен. При этом обменных пунктов на КПП Еленовка нет, поэтому въезжающим лучше позаботиться о наличии российских рублей заранее. Результаты теста можно получить в течение 15 минут. В случае отрицательного результата нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию. При положительном результате теста человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования. При въезде на подконтрольную украинской власти территорию через КПВВ необходимо установить мобильное приложение в дома, а затем можно либо пройти самоизоляцию. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ. Либо можно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса, который стоит 600 гривен. Его можно сделать как на КПВВ, так и в конечном пункте вашего следования. Если тестирование показало негативный результат на COVID-19, то самоизоляция отменяется. Изолироваться на 10 дней также не нужно людям, у которых есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации вакцинами, одобренными в Украине. Из-за жестких ограничений со стороны группировки ДНР дончанам, чтобы добраться на подконтрольную Украину, нужно ехать через Россию. Сделать это можно через 3 пункта пропуска на неконтролируемой части Донецкой области: Куйбышево-Мариновка, Успенка-Матвеев-Курган, Новоазовск-Вознесенка, либо через территорию так называемой ЛНР. Ведь проезд между собой Донецк и Луганск пока открыли, а потом пересечь украино-российскую границу уже на контролируемом участке. Отправиться в такой путь можно либо на собственном транспорте, либо воспользоваться услугами перевозчиков. Обойдется такая поездка в 2-2,5 тысячи гривен в одну сторону, плюс ПЦР-тест около 600 гривен. Въезжая на территорию Украины из России, жители Ордло долгое время получали штрафы за незаконное пересечение границы. Недавно Верховная Рада отменила штрафы для жителей неподконтрольного Донбасса, но по данным правозащитников принятый закон является несовершенным, и поборы продолжаются. Об этом нам рассказал сооснователь Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. Штрафов стало меньше, но они остались. В законе прописана возможность, в принципе, данным законом даже штрафы легализированы. Потому что раньше не было никакого законодательства с точки зрения штрафов. А сейчас законодатель разрешил пограничникам штрафовать людей, у которых
отсутствуют гуманитарные цели. А гуманитарные цели необходимо подтвердить документально, как прописано в законах. Поэтому штрафы продолжаются. К нам обращаются люди, это и студенты, которых штрафуют, это и обычные жители. Сами пограничники нам говорят, что у них есть так называемый план по составлению постановлений про штрафы, и они обязаны их придерживаться этого плана, да, соответственно, отсюда как бы вот все идет. То есть план, они вынуждены штрафовать, люди страдают, страдает реинтеграция. Все похлопали в ладоши, что штрафы отменены, но, по сути дела, они не отменены, их просто стало меньше, но они остались. В данном случае, если мы вот берем нашу ситуацию Украины, военного конфликта, не важно, какое количество штрафов, главное, что оно есть. Да, то есть есть прецедент того, что мы штрафуем наших людей за то, что не возвращаются в Украину. Люди это видят и отворачиваются планомерно, постепенно, но очень системно отворачиваются от Украины. У нас есть созданный телеграм-канал, он называется «Обжалование штрафов пограничников» в Телеграме. Он действует с 2021 года, с 3 января. Мы там расписали вообще все. Вот все, что можно, все советы, как себя вести, номер телефона, куда звонить, что можно говорить, что нельзя говорить. Единственный совет, как правило, люди все равно попадают под эмоции, действуют как им заблагорассудится. Единственный совет, что если на вас выписали постановление про штраф, не стоит его оплачивать. Сначала обратитесь в суд. Суд на 80% станет на вашу защиту. Вот таким был наш выпуск. Если он вам понравился, нажмите лайк, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Пишите в комментариях, откроют ли, по вашему мнению, полноценно КПВВ и что нужно делать Украине, чтобы облегчить пересечение границ для своих граждан. Предлагайте темы для новых выпусков и не забывайте подписываться на наш канал. На этом все. До свидания.